Привет, Арми. Сегодня мы вернулись с историей, которая, честно говоря, слишком мила, чтобы ее игнорировать, слишком загадочна, чтобы быть совпадением, и слишком закодирована Тегуком, чтобы ее не обсуждать. Потому что вчера вечером что-то произошло. Что-то, что заставило весь фандом перестать печатать, затаить дыхание и уставиться на экран со словами «Ни за что». Тэхён внезапно вышел в прямой эфир, и атмосфера была расслабленной. Свет был приглушен, его голос тихим, выражение лица спокойным, и вдруг, без предупреждения, он начал говорить. «Я влюбился в тебя с первого взгляда. Я никого, кроме тебя, не вижу. Я скучаю по тебе. Я буду добр к тебе». Эти слова прозвучали как отрывок диалога из романтической драмы. Романтично. Лично. Интимно. Такие слова, которые Тэхён обычно не произносит, разве что в чувствах. И волнительным были не только слова, но и то, как он их произносил. Медленно. Нежно. Как будто он обращался к человеку, а не к тысячам зрителей. Когда Тэхён произнес эти романтические слова, фандом внезапно осознал. Чингук направлялся в Париж. Да. Париж. Город любви. Город, где начинается множество романтических историй или воссоединяется. А время? Слишком киношное. Кто-то произносит слово «любовь». Кто-то еще едет в этот романтический город. Фандом тут же спросил. «Привет. Это совпадение». Но вот что взорвало всю ленту новостей. Вскоре после прямого эфира Тэхёна Чингук выложил песню в свою историю в Инстаграм. Песня «One More Time All Day Project». Одно только название звучало одновременно и милым, и болезненным ответом. Еще раз. Еще один раз. Еще один шанс. Еще одна встреча. Как будто кто-то говорил. Если ты скучаешь по мне, я тоже хочу тебя увидеть. Еще один раз. А если прислушаться к мелодии? Настроение романтичное, нежное и немного ностальгическое. Песня подходит к словам Тэхёна слишком хорошо. И вот тут-то все становится интереснее. Потому что после того, как Тэхён произнес эти романтические слова, многие армии начали собирать воедино маленькие кусочки, которые появились почти одновременно. Ничего не было явным. Но именно поэтому все казалось еще более загадочным. Некоторые начали говорить, что прямая трансляция Тэхёна в тот вечер звучала как сообщение. Сообщение, не отправленное в чате. Не написанное в субтитрах, а тихо произнесенное перед тысячами людей. Словно он надеялся, что кто-то далеко услышит его или хотя бы почувствует. И в тот же самый момент Чингук был в тысячах километров над небом, путешествуя в Париж. Город, известный как город любви. Город, который часто становится местом встречи людей, тоскующих почему-то, чего они не могут выразить. Расстояние между Сеулом и Парижем словно растворилось, когда слова «Я скучаю по тебе» слетели с губ Тэхёна. Затем наступил момент, который еще больше сблизил все вокруг. Чингук выложил песню «One More Time» в сторис своего Инстаграм. Нежная мелодия песни. Текст, вызывающий тоску. И название, которое, казалось, случайно или намеренно усиливало атмосферу, созданную Тэхёном. И постепенно начали возникать догадки. Что, если слова Тэхёна были не просто милыми строчками для прямой трансляции? Что, если они были выражением тоски, обращенной к тому, кто в тот момент отдалялся все дальше? Что, если пост Чингука был ответом, не требующим много слов? Ведь песни порой гораздо честнее текста. Армии начали замечать повторяющуюся закономерность. Когда один из них проявлял эмоции, другой внезапно публиковал что-то с похожим чувством, не упоминая друг друга по имени.
не обращаясь друг к другу напрямую. Но атмосфера была одинаковой. Синхронно. Параллельно. Как два человека, живущие разными жизнями. Но их чувства были на одной частоте. И в тот вечер. Все эти мелочи, слова Тэхёна. Поездка в Париж. Песни Чингука казались взаимодополняющей историей. Как послание, ожидающее понимания. Не доказательство. Не уверенность. Но кое-что заставило всех тихо спросить. Неужели это совпадение? И вот самый драматичный момент. Некоторые фанаты предполагают, что Париж – это не просто место для работы или отдыха. Париж годами занимал важное место в жизни Тэкука. Некоторые из самых знаковых моментов Тэкука произошли во время поездок за границу. И вот, когда Чингук направляется в Париж. И Тэхён говорит: «Я скучаю по тебе». Фандом дружно восклицает: «Ты сейчас серьезно?» В конечном счете, мы не знаем, кому на самом деле предназначались эти слова, и почему Чингук выбрал именно эту песню сразу после них. Но одно ясно. Им не нужно было быть на одной прямой трансляции, чтобы мир почувствовал, что их что-то связывает. Совпадение ли это? Синхронизация ли это? Чувство ли, знакомое только им двоим? Все сводилось к одному вопросу, который мучил его годами. Связаны ли они? И, как всегда, ответ так и не был дан напрямую. Но с каждым таким мгновением связь ощущалась все более живой. В конце концов, тот вечер был посвящен не только трансляции Тэхёна. Речь шла об атмосфере, о приглушенном, успокаивающем свете и о словах, которые казались слишком мягкими, слишком искренними, чтобы быть просто фан-сервисом. В каждом его слове чувствовалась легкая дрожь, теплота, которую он не скрывал, словно он говорил с одним человеком, а не с тысячей пар глаз. И по мере того, как слова лились рекой. «Я влюбился в тебя с первого взгляда, я скучаю по тебе», фандом начал чувствовать что-то неописуемое. Не доказательство, не прямое заявление, а чувство. Возникшие чувства были настолько сильными, что Тэхён словно открыто выражал свои чувства, не упоминая никого по имени. А затем мы возвращаемся к тому, что делало все это похожим на сцену из фильма. Чингук в это же время направлялся в Париж. Париж – город любви. Город встреч. Город, который часто порождал истории, невольно ставшие романтическими. Город, который, казалось, надолго застрял в ленте времени Тэхёна. И когда Тэхён закончил говорить эти милые вещи, Чингук молча ответил музыкой. Еще раз. Песня, которая прозвучала как нежный ответ. Ответ, которому не нужны были длинные предложения. «Я слышу тебя». «Я чувствую тебя». Сообщение, которое мог передать только тот, кто понимает, каково это – скучать по кому-то в тишине. Когда эти два момента случились почти одновременно, прямой эфир Тэхёна и история Чингука в Инстаграм, все вдруг сложилось в стройную сюжетную линию. Ничего откровенного. Никаких признаний. Но синхронизация была слишком органичной, чтобы остаться невысказанной. Словно два сердца говорили за кулисами, каждый по-своему. И вот здесь-то и растет драма, из их молчания, из огромных расстояний, из посланий, которые никогда не бывают по-настоящему откровенными. Каждое маленькое действие, каждое слово, каждая опубликованная песня превращаются в кусочек пазла. Пазла, который фандом пытается собрать годами, хотя, возможно, только они двое знают ответ. И, возможно, именно это сделало тот вечер таким теплым, потому что за всей этой таинственностью, всеми совпадениями и всеми подозрительными синхронностями скрывалось что-то живое. Что-то романтическое. Что-то, что заставляет нас верить, что некоторым связям не нужно объявлять миру, чтобы они ощущались реальными. Они просто существуют. И каким-то образом они все еще связаны. Спасибо за просмотр этого видео.
Не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить другие интересные обсуждения. И, как всегда, увидимся в следующей теории. Берегите себя, будьте мягкими и продолжайте верить в маленькие чудеса, которые может творить только Ткук.